Зеленский остался за бортом. Западная пресса пишет о заговоре США и России, которые хотели провести переговоры без украинцев. Новые детали встречи в Эр-Рияде. Трехступенчатый план завершения войны. США и РФ хотят, чтобы в Украине прошли выборы президента. К чему все может привести? Смертность растет, а рождаемость уменьшается. Узбекистан сталкивается с новым вызовом. В чем причина низкой рождаемости? Германия реагирует. Канцлер Олаф Шольц отправил сигнал Москве и Вашингтону. Что в послании из Берлина? ВСУ атакуют. В Украине заявили, что впервые ударили по северокорейской технике на линии фронта. Досмотрите. Всем привет! Время Прядко. Коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Буду благодарен за вашу обратную связь в виде подписки, комментариев и репостов. Возможно, вы захотите оставить лайк. Также под каждым из видео жду ваших ответов на мои вопросы. Время начать. Зеленский остался за бортом. США и Россия обсудили судьбу Украины без него. Президент Украины Владимир Зеленский оказался в положении, когда вынужден получать информацию о переговорах США и России через третьих лиц. Об этом пишет издание Bloomberg. Пока госсекретарь США Марко Рубио встречался с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Эр-Рияде, Зеленский находился в Турции, пытаясь заручиться поддержкой союзников. По данным Bloomberg, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман хотел, чтобы украинская сторона присутствовала на встрече. Однако Вашингтон и Москва настояли на двустороннем формате, исключив Украину. Я уверен, что для Украины, для Европы, для нашего региона принципиально важно, чтобы любые переговоры о прекращении войны не велись за спинами ключевых участников, пострадавших от последствий российской агрессии. Bloomberg пишет, что позиция Вашингтона изменилась после телефонного разговора Дональда Трампа с Путиным на прошлой неделе. В Киеве же заявили, что после всех лет сопротивления российской агрессии ничто не может их напугать. Как изменится дипломатическая игра вокруг Украины? Какие последствия могут иметь переговоры без Киева? Как считаете? Пишите в комментариях. США тем временем определились с представителем на переговорах с Украиной и РФ. И его, кстати, не было в Саудовской Аравии. Это всем уже известный генерал Кит Келлог, который выступал за остановку войны в 100-дневный срок. Келлог будет вести переговоры по мирному урегулированию именно с Украиной и Европой. А для диалога с Москвой Вашингтон выберет уже другого представителя. В то же время Эрдоган, который накануне встречал у себя Зеленского, заявил, что его страна готова принимать возможные переговоры между Украиной, Россией и США относительно поисков путей прекращения войны. Тем временем представители США на переговорах дали понять, что как Киеву, так и Москве придется пойти на уступки. Это уже не первое подобное заявление. Давайте послушаем. Чтобы положить конец любому конфликту, все стороны должны пойти на уступки. Мы не собираемся предопределять, какие именно. Мы, конечно, не собираемся обсуждать это, но есть и другие стороны, против которых введены санкции. Европейскому Союзу в какой-то момент придется сесть за стол переговоров, потому что они тоже ввели санкции. Американские телеканалы сообщали, что Москва и Вашингтон обсуждали трехступенчатый план завершения войны. Сначала прекращение огня, затем выборы в Украине, после чего окончательное соглашение. По данным источников, США и Россия считают выборы в Украине ключевым моментом урегулирования. В Киеве же уверены, это попытка Путина добиться более гибкого президента вместо Зеленского, шансы которого на переизбрание оцениваются как слабые, пишет западная пресса. Напомню, что Зеленский неоднократно говорил о том, что провести выборы во время военного положения невозможно. К тому же часть людей уехала из страны, а часть воюет. А что вы думаете о выборах в Украине? Пишите свои мысли также в комментариях под этим видео. Я считаю, очень полезный. Мы не просто слушали, но и слышали друг друга. И у меня есть основания полагать, что американская сторона стала лучше понимать нашу позицию, которую мы на основе многократных выступлений президента Путина подробно на конкретных примерах изложили в очередной раз. На переговоры в Эр-Рияде отреагировали и в Германии. Слово взял Шольц. Он отправил сигнал как в Вашингтон, так и в Москву. Давайте послушаем.
Очевидно, что Европейский Союз, как и США, должен внести свой вклад в обеспечение мира, как только мир, наконец, будет достигнут. Но между США и Европой не должно быть разделения в вопросах безопасности и вовлеченности. И, как я уже сказал, не делайте четвертого шага, не сделав первого. Первый шаг для России — осознать, что она не может просто продолжать свою преступную агрессивную войну. Издание «Политика» тем временем пишет, что страны ЕС готовят пакет военной помощи Украине на 6 миллиардов евро, а Франция вновь собирается провести экстренное совещание «Саммит по Украине и безопасности Европы». Подобная встреча лидеров прошла, я напомню, 17 февраля. И там решали вопрос, как реагировать на методы и действия Трампа, а также обсуждали отправку западных войск в Украину. Папа Римский в больнице с двусторонней пневмонией. Тревожные новости из Ватикана. Папа Франциск госпитализирован в римскую клинику Агостино Джемелли с диагнозом двустороннее воспаление легких. Об этом сообщили в Ватикане. Ранее понтифика лечили от бронхита, но его состояние, похоже, ухудшилось. У здания больницы заметили радугу, а у статуи Иоанна Павла II верующие собрались с молитвами. Тем временем в Ватикане тревожная тишина. Кадры с ночного вида на площадь Святого Петра только усиливает атмосферу ожидания. Вопрос, который волнует всех, как скажется болезнь 87-летнего папы на его дальнейшем служении. Демографические вызовы в Узбекистане, снижение рождаемости, рост смертности и миграции. Узбекистан, крупнейшая страна Центральной Азии по численности населения, впервые за 8 лет столкнулась со снижением рождаемости. Одновременно зафиксировано сокращение количества браков, рост смертности и увеличение миграции, что вызывает обеспокоенность среди экспертов и общественности. С 1950 года численность населения региона значительно увеличилась, однако темпы роста постепенно снижаются, пишет радио Озодлик. Наибольший прирост наблюдается в Узбекистане с 7 миллионов человек в середине 20 века до более 37 миллионов в 2024 году. Казахстан также демонстрирует стабильный, но более умеренный рост с 6,5 миллионов до 20 миллионов за этот же период. Но вот следующие цифры интересны. В 2024 году в Узбекистане родилось 926 тысяч детей, на 35 тысяч меньше, чем в 2023 году. Это падение на практически 4%. Уровень смертности при этом вырос. По оценкам ООН, к 2050 году рождаемость в Узбекистане может снизиться до уровня менее 2,2 ребенка на женщину в сельской местности и менее 2 в городах. Однако резкого старения населения в ближайшей перспективе не ожидается. Что думаете об этих данных? Пишите свои мысли под этим видео. Интересный момент. ВСУ впервые уничтожили редкую северокорейскую САУ «Коксан». Уникальная цель — бойцы 412-го полка «Немесис» на Луганщине поразили 170-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку «Коксан» впервые за всю войну. Эта САУ способна стрелять на 60 километров и использовалась еще во время Ирано-Иракской войны. Откуда у России эта САУ, спросите вы? Северная Корея планировала передать России более 100 артиллерийских систем для применения на фронте против Украины. Впервые же зафиксирована на вооружении армии РФ она была в октябре 2024 года. Спасибо, что досмотрели. Ваша поддержка — это мощный стимул продолжать. Подписывайтесь, ставьте лайк, участвуйте в обсуждениях. Хотите помочь каналу? Оформите спонсорство или нажмите кнопку «Спасибо». Любая поддержка важна. До встречи, друзья!